Все включено. И здесь включено. Все. Наташенька, а что значит, какая была идеология? Была ли она вообще в школе? Была. А как это выглядело? В школе была партийная организация. В школе была комсомольская организация. Пионерская организация. Октябрята. Это все идеология. Октябрята, внучата Ильича, изучали биографию Ленина. Про октябрят сложно говорить. Ну, это была воспитательная функция. Обязательно. Конечно, воспитательная. Насколько можно говорить о том, что эти организации занимались сельской порядочностью? Или это не имеет отношения? В первую очередь. Ты знаешь, что у нас в школе была очень хорошая пионерская организация. Замечательная комсомольская организация. А в чем функция этих организаций? Эти организации взаимодействовали и жили в соответствии с уставом. А устав разве это функция? Нет, устав это свод правил. Это правило. Я говорю о том, а зачем они существуют? Что они делали, смысл их в чем был? Ну, это же не для галочки было, наверное. Конечно. Заниматься патриотическим воспитанием. Наверное, лучше так говорить. Наверное, лучше так. Я знаю, мне сейчас очень трудно говорить об этом, потому что я знаю, как относится молодежь и как общество на сегодняшний день относится к тем организациям, которые были в свое время. Не так это однозначно. Но в большинстве своем. К сожалению, в большинстве своем. Но поэтому хочется понять, что было. Но мы были нормальными людьми. Мы не позволяли себе того, что позволяет молодежь на сегодняшний день. Даже когда я начинала свою деятельность учителем, однажды прибегает Ольга Бирюкова и говорит: Нина Ивановна, Толоконцев на истории водку пьет. Это было, когда я стала учителем. Но когда я училась в школе, это дикость была, такого не было, в помине не было. И вы считаете, что это заслуга наличия организации пионерской комсомольской школы? В какой-то мере, да. Была дисциплина, пионерская дисциплина, комсомольская дисциплина была. Она присутствовала, никуда не денешься. Будь человеком, будь нравственно чистым, будь честным. Если хочешь быть смелым, получил двойку, приди домой, скажи, что ты ее получил. Не, ну разве не так? Ну, тоже смело. А какие были взаимоотношения между учителями в школе лет 20-30 назад? В 98-й школе были взаимоотношения хорошие. А вообще? Хорошие. Но я не могу сказать отличные, потому что, может быть, хоть что-то было, но взаимоотношения были хорошие. Были учителя, которые отличались? В смысле? Ну, такой белая ворона, который учитель со своим мнением. А, нет, свое мнение не знаю как, но у нас была учительница по химии, Ирина Николаевна, необычайной красоты женщина, старая дева, но просто необыкновенная. И она не умела держать дисциплину. Очень добра была. Угу. И на уроки, конечно, чуть ли не на головах ходили. Она прекрасно объясняла, но в этом гамме и шум. Она не обращала на это внимания, адаптировалась каким-то образом, не знаю каким. Она необыкновенная женщина. Это мечта каждого ученика, наверное, такая ученица. А как к ней относились другие учителя? Плохо. Почему? А потому что она дисциплину не держала. А им-то какая разница? Она же на своем уроке. Ну, как же так? Как же так?
И ей все с рук сходило, но она специалист. Ну, почему? Ну, это же как бы, это же ее урок. Милый мой, есть завуч, который отвечает, за все отвечает, за учебный процесс. А учебный процесс – это не только прийти на урок, учитель и ученики, это дать урок. А какой там урок, когда на головах ходят? А в результате изучали предмет? На головах? Нет. Нет? Дисциплина – это основа основ на уроке. Если хаос, хаоса вообще быть не должно. А были любимые и нелюбимые ученики? Я думаю, что да. Я как-то не обращала на это внимания, но думаю, что были. А в чем это выражалось? Нет, навсегда один человек питает симпатию к другому Ну, это человеку. безусловно, это так и Так так не есть. бывает. Я уже когда в школе работала, у нас была учительница русского языка и литературы. Она мне говорит: прости меня, пожалуйста, прости, но я твоего Толоконцева ненавижу. И ничего не могу с собой поделать. Но она, конечно, не высказывала это вслух, но мне она признавалась в этой беде своей. Она говорит: в жизни у меня такого не было, чтобы я кого-то не любила из детей. Не любила Толоконцева. И чем это закончилось для него? А ему наплевать. Это он из баночки пил водку в классе. Понятно. Ну, тогда, в общем, основания не любить, наверное, у нее все-таки были. Да, были, конечно, но что сделаешь, все равно надо любить. Я когда шла работать в школу, думаю: боже мой, их там 30 с лишним человек. А как их наказывали? За водку там что-то было? Ну как? Вызвала родителей. Ну, он, конечно, даже и дойти не мог, родитель. А как вообще детей наказывали? Как на ученика воздействовать, если он себя плохо ведет? Поставить оценку по поведению И всё? неудовлетворительно. Ну, а что ты еще можешь сделать? Ничего не можешь. Ну, привлечь комсомольскую, пионерскую организацию. А что дети сделают? Выговор объявят. Да, тоже верно. Ну что, и для того, чтобы посеять какие-то распри между детьми? Нет. Я думаю, нет. Это я рассказываю со своих позиций. Может быть, были школы, где наказывали? Не может быть, а точно. Определенно. Да нет, у детей и так сложная жизнь. И еще наказывать. Ну, вообще все очень разные. И дети очень разные. Ищи тот ключик к душе ребенка, тем более сложного ребенка. Я пришла в школу, когда только пришла, немного проработала. Ну, как немного, может, лет 5. И я заучим тогда работала. К нам в школу перевели ученика из тюрьмы. Он сидел в тюрьме, но он несовершенен. 18 лет ему исполнилось уже. Ко мне приходит инспектор по делам несовершеннолетних и говорит: Нина Ивановна, у вас получится, ну возьмите, пожалуйста. Пусть он у вас немножко получится. Я все устрою, сделаю. Он не в тюрьме был, а в приемнике, в спецприемнике. Очень сложный мальчик. У него во взгляде ненависть ко всем и вся. Так вот, я 3 месяца не спала, не ела. Только смотрела ему в глаза, чтобы хоть как-то смягчить его. Но это, конечно, этого нельзя делать. Но сделали. И ничего не попишешь. Вот это то, о чем Толстой пишет. Потому что свыше вот эти вот, Наташенька, это ты вырежи, они диктуют то, чего делать нельзя. Ты ничего не можешь. Это вот я сейчас повернулась и ушла. Ну, потому что у меня, во-первых, далеко за пенсионный возраст был. Это нельзя учить людей, которые не понимают языка. Нельзя. И нельзя сажать в класс
великовозрастного парня, ему 18 исполнилось, суд прошел, и его посадили. И такие случаи, такое бывает. А почему вы говорите, что это нельзя говорить? А? Почему вы говорите об это вырезать? Наташенька, я не знаю. Дело в том, что я опальный директор, я опальный учитель. На меня столько было всего. Я вела себя всю жизнь не по меркам современного общества. Поэтому то время, которое ты не очень любишь, я вспоминаю как святое время. Я делала то, что я хотела. А родители, которые были не такие, как все, которых... Мы не такие были. Мы родителей не вмешивали в свои дела. И не бежали говорить, что что-то не то и что-то не так. О, как. Да? Да, это так. Угу. То есть вы хотите сказать, что школа несла полную ответственность? Полную несла ответственность. И не жаловалась родителям, что ребенок не учится или не делает домашние В задания? деликатной, в весьма деликатной форме. Это твоя вина. Василий Васильевич Недачин у нас был директором, он бы сказал: да вы что, ребята, учи. Ну, если ребенок домой пошел, домашнее не сделал. Сделай так, чтобы он на следующий урок пришел с сделанным домашним заданием. Я не знаю, как ты будешь это делать, но сделай. Но оставь его, в конце концов, после уроков. Может, он не понял. Объясни ему. Кстати, у нас эта формула очень даже практиковалась. Не сделал, оставайся после уроков и делай. Но это же время учителя. У нас не было такого понятия, наверное. Я так думаю. Учителя тоже должно быть и свободное время, и личная жизнь. Конечно, Тоже. должны, но и у ученика тоже. Ты же не можешь ученика держать до бесконечности. А задержаться... У тебя же не поголовно все не делают домашнего задания. Даже если у тебя не сделали 2-3 человека. Останься с ними, объясни, сделай, выясни причину неделания домашнего задания. У нас не было такой проблемы. А если кто и не учился, да вообще пора учить без домашнего задания. Очень много ученик проводит времени, сидя на 5-й точке. Это плохо для здоровья. Логично. Очень плохо. А были белые вороны среди учеников? Конечно. Как к ним относились учителя и ученики? Хорошо. Любили? Любили. Белую ворону всегда любят, она отличается от всех. Но иногда ненавидят. Вот, Наташенька, я не помню, чтобы у нас в школе царила атмосфера ненависти. Вот я этого не помню, такого не было. Я все вспоминаю, но у нас не было такого. А когда вы были директором школы? Бывало. И как это выглядело, как это решалось? Как решалось? Человек переживает. Решалось. Да, было такое. У нас была девочка в школе, Лена Цуенкова. Она с медалью закончила школу. Очень умная девчонка. Умных не очень любят. А как это выражалось? Ну как? Ведь школьные годы – это тот возраст, когда хочется общения. И хочется, чтобы к тебе хорошо, и ты хорошо. А когда к тебе никак? Просто никак. Это ей было тяжело? Ей было тяжело. А как учителя поддерживали? Или Я не боюсь, что вмешивались? учителя не вмешиваются, как правило. Не вмешиваются. Самый коварный и каверзный вопрос. План на медалиста.
Ну, я честно говорю, они существуют всегда. Есть учащиеся, которые ну, явно лучше, чем многие другие успевают. Значит, надо на этого ученика обратить внимание, постараться не ставить ему двойки. Двоек текущих не должно быть, троек, по-моему, тоже не должно быть. А это именно основывалось на успеваемости Конечно, конечно. человека. Ты же не... То есть, когда человек зарекомендовал себя, когда ребенок себя зарекомендовал как... Ну, человек, да, ребенок учится, ребенок 5, 6, 7, 8. Угу. Ага, к 9 пришел, появились какие-то шероховатости, сложности. Но его уже Обратите берегли. внимание, его надо беречь. Ну, получается, никак не получается. Внимание обратили, а поберечь не получается. Значит, все. Ну, а Просто если не учитель знаю. какой-нибудь говорит, что вот, простите, ради бога, но по моему предмету не тянет. Ну, вот я, например. У меня было такое. И... У меня была девочка, да, которая биологию, я не могла ей 5 поставить. Я ей ставила 4. И как вам относились? Ко мне? Да. Ну, ребят, ну я не могу. Педсовет же. А я обоснованно все. А мне нельзя возразить, потому что я очень люблю детей. А она там на 3 даже не знала. Ей 4-то ставить нельзя, по идее, было. Но я ставила ей 4. Пусть скажут спасибо за это. Ну, я плохой учитель, значит, я не сумела ее научить на 5. А ругали? Меня? Да. Меня нельзя ругать. Вообще каким-то образом относились к этой ситуации? Или просто вот это как факт имел Как место? факт, бесспорно. Но это, наверное, не каждому учителю. Я умела себя поставить, потому что у меня все было аргументировано. Абсолютно все. Это же я давно не волновалась так, как волнуюсь сейчас, потому что я вообще понимаю, что происходит. Я понимаю, что происходит.